Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, и я рад вас всех видеть на нашем парфюмерном канале. Я подготовил интереснейшее видео сегодня для вас. Я расскажу про американскую нишевую парфюмерию, про бренд AS Devenustas, про создателей, немного истории. Будет в этом видео распаковка вместе с вами, мои ассоциации про ароматы. Так что давайте вместе это с вами начнем, а перед тем подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, и забываете это сделать. Я с этим брендом знаком не так давно, примерно год назад я с ним познакомился, и первые впечатления они на меня произвели очень необычные и очень красивые ароматы для меня. Немного расскажу историю, как началась эта вся заварушка с созданием парфюмерного бренда в Соединенных Штатах. Это все началось изначально в 1995 году двумя предпринимателями, Робертом Геснером и Карлом Брадлем. Изначально они открыли свой бутик в центре Манхэттена именно с нишевой парфюмерией. И в 1995 году мало людей, кто вообще слышал, что это такое нишевая парфюмерия. Это вообще там единицы знали про это. И они открыли его, этот бутик. Он был в таком бархатном стиле, в красном таком будуарном дизайне. Ставили павлина как декор и украшение своего бутика. И они изначально привезли в свой магазин ароматы, то есть изначально они не продавали свои ароматы, а свои ароматы они только начали выпускать в 2012 году. Изначально они продавали Сержа Лютанса, L'Artisan Parfumeur, как ни странно, так как L'Artisan Parfumeur считается один из вообще родоначальников нишевой парфюмерии. И вот они стали представлять в Нью-Йорке этот бренд и Диптик. Вот три бренда, с которыми они изначально стали работать. Их постоянными покупателями стали известные селебрити американские, такие как Сара Джессика Паркер, Лив Тайлер. И в дальнейшем они стали уже постоянными их покупателями. Роберт Геснер и Карл Брадель, как я сказал ранее, в 2012 году решили создать свой парфюмерный дом. И изначально они стали сотрудничать с парфюмером, самым известным на тот момент, Бертраном Дюшафюром. И они создали первый аромат, так и называется AS Devenustas, как их сам их бренд. AS Devenustas в переводе с латинского означает красивейший дом, храм. И их ароматы такие же красивые, и флаконы очень красивые. Давайте я начну с распаковки такого наборчика. Здесь 3 аромата по 10 мл. Ирис Назарена, потом Капалазур и Элит Бенгаль здесь находится. С вами сделаем вместе распаковку. Я специально ждал, не распаковывал, чтобы это все сделать на камере. Вот как у них это все выглядит. Смотрите, какая красота. Это вот их логотип AS Devenustas. Так, это вся концентрация Eau de Parfum, у них ароматы представлены и сделано во Франции. Здесь это вся информация, все есть. Такая книжечка и сами флакончики. Кстати, здесь вот смотрите, есть такой кейс, куда можно помещать вот эти бутыльки. Здесь сама инструкция, как их туда помещать. Вот этот сам кейс продается отдельно, и мы с вами скоро вместе его тоже распакуем. И посмотрим, как это все работает. Книжка. Давайте посмотрим книжку от AS Devenustas. Что здесь изображено? Здесь вот как раз описание этих ароматов. Ирис Назарена, вот здесь сам ирис такой серый, мрачный. Делет Бенгале и Капалазур. Давайте начнем с первого аромата. Первый аромат называется Ирис Назарена.
ставлю его. Надеюсь, это все не упадет оттуда вниз. Вообще, что бы я хотел бы сказать про ирисовые ароматы. У меня в коллекции практически нету таких прям чисто ирисовых ароматов. Это, можно сказать, впервые в моей коллекции. До этого я пользовался ирисовый аромат из люкса, джентльмен от Живанши. И довольно-таки очень классный аромат, хороший. Такой с нотой ириса довольно-таки там слышно. Холостые пшики есть. Сразу такая газированность. Давайте я его нанесу. Кстати, хорошо так пшикает. Но сама вот эта баночка сделано все не так уж, как сказать, как-то немного хлипко, что ли. Не так прям вызывает доверие то, что это долго прослужит. Но крышка сидит нормально, не болтается. Я читал про этот аромат, то что это один из лучших ароматов, и он победил очень крутой конкурс парфюмерный, занял там парфюмерный Оскар, и он действительно красивый. И здесь нету вот этой женской помадности, нету, как корень ириса дает вот эту морковность. Здесь вот этого всего ничего я не чувствую. Здесь именно действительно очень красивый ирис. Он мне больше в какую-то мужскую даже сторону. Обычно какие-то пряности, возможно, черный перец здесь есть. Я не знаю базу, не читал пирамиду. Я вот чисто по своим впечатлениям, то, что я слышу. Сам ирис цветок звучит на самом деле не так громко. Он очень тихий такой, спокойный. И вот сам аромат. Вот, я не скажу, что он прям тихий, но он создает такое спокойное впечатление об аромате. Очень красиво. Я не знаю, как можно описать этот аромат, он для меня очень сложный. Здесь я чувствую какую-то древесность. Очень спокойно. Это очень красиво. И если вы фанат ирисовых ароматов, присмотритесь к нему, понюхайте, познакомьтесь. Я даже захотел его нанести на кожу. Как это будет на коже? Пока спирт, много спирта чувствую. Надо подышать, надо ему дать подышать, пока непонятно. Давайте вместе с вами нанесем второй аромат, называется он Олет Бенгаль. В этой подборке, в этом сете. Также вот это все выглядит, здесь вот такая надпись. И такая жидкость. Примерно жидкость у них одинакового цвета, несмотря на то, что у них флаконы разноцветные. Я в дальнейшем расскажу именно фишку их флаконов. Какие у них флаконы. Тоже не помню этот аромат как пахнет, в принципе, когда с ним знакомился в начале. Это сама гвоздика гвоздичная. Очень много гвоздики на старте. Специи я чувствую. Супер гвоздичный аромат. Именно не цветок гвоздика, а именно специя. И специя также я чувствую, вот щекочет нос черный перец. Много черного перца, специй. Но в то же время здесь и есть цветы. Вот начинаются аромат цветов. Вот эта пыльца цветов. Для меня этот аромат уже больше в женскую сторону по сравнению с первым ирисовым. И он уже раскрывается больше таким пыльцово-цветочным. Также все равно я чувствую эту гвоздику. И он уже больше в такую в женскую сторону, как по мне. Ну, я бы тоже его нанес на кожу. Интересно, как он раскроется на коже. Потом я в конце видео расскажу это впечатление. О, да.
Такой гвоздичный, приятный аромат. Давайте следующую сделаем распаковку именно футляра для этих travel флаконов, который выглядит вот так, как на картинке. Посмотрим, как он выглядит вживую. Этот футляр в такой бархатной коробочке. В основном у них полноразмерные флаконы в таких коробках, но они почему-то и футляр поместили сюда же. Вот так здесь вот написано Purse Spray. Посмотрим, как это выглядит. О. Смотрите, я его сейчас пока сюда поставлю. Сначала покажу крышку от этого футляра. Такая золотая крышка с логотипом AS90. К нему такая привязанная, как мешочек, что ли, футляр. И он тоже бархатный. И вот так открывается, как зажигалка. Достану сам кейс этот, AS90, на нем нарисовано. И соединю. Так, по сути, они должны так соединиться. Вот. Это действительно выглядит как зажигалка. Давайте посмотрим инструкцию, как вообще должно это все выглядеть. Так выглядит инструкция. Здесь все подробно указано. Еще хотел заметить такой факт, что отдельно продается вот этот набор и отдельно продается вот этот кейс для travel флаконов. И на самом деле он не самый дешевый. Он примерно так же стоит, как сам вот этот наборчик. В инструкции указано то, что сначала мы вставляем сюда сам этот travel флакон. Поставлю сюда ирис Назарена. Ну, прям все очень так. Ничего не падает, все очень так устойчиво. И уже крышка сюда. Поверх крышки. И вот так это выглядит. Ну, это красиво. Это красиво. Закрывается. Такая как лакшери зажигалка. Это очень удобно брать с собой в дорогу, в сумку, в рюкзак. Много места не займет. И достать, на себя напшикать. Много места не занимает. И красиво. Это красиво. И вот такой мешочек. Чтобы он не царапался, я так понимаю. Очень все продумано. Положим с вами вместе его в мешок. Проверим. Все работает, все закрывается, ничего не выпадает. Бархатно. Класс. Ну, достану я его из мешочка, чтобы он красовался на столе, на видео. И третий аромат здесь в этом наборе Капа-Лазур. Я его не буду отсюда доставать, так как у меня есть полноразмерный флакон 100 мл этого аромата. Это самый первый аромат от AS90, который я приобрел, и он меня очень поразил. Посмотрите, какая красота, какая коробка бархатная, какой цвет. Это очень красиво. Здесь написано название этого аромата, состав. Давайте вместе его с вами откроем. И вот так выглядят у них флаконы. Как я говорил, крышки у них одинаковые. Выглядят такие зажигалочки. И здесь также. Как этот аромат для меня просто волшебный. Я с ним переношусь. Покажу, как распыляет. Я с ним переношусь. О боже, как это классно. Мне он очень нравится. Я его обожаю носить
в дождь, когда очень пасмурно, идет проливной дождь, когда прохладно. Он идеально подходит в эту погоду. Я его часто, вот недавно были дожди, я его периодически наносил. Здесь 3 экстракта ладана. И вот этот ладан, он как раз дает такую медитативность, какую-то такую интровертность с этим ароматом. Вот какая ассоциация у меня у этого аромата? На берегу моря находится такой небольшой старый маяк, и, возможно, этот маяк сделан из дерева, из нескольких пород деревьев. И я гуляю по берегу моря в дождь. Мне не хочется переживать, мне просто хочется побыть самим собой. И я вот встретил этот маяк, зашел туда, и вот там вот пахнет вот таким ладаном, деревом, таким деревом уже пожившим, повидавшим историю какую-то. И дерево здесь такое соленое за счет того, что рядом море. Вот эта вся порода древесины, она пропиталась вот этим морским соленым бризом, ароматом, атмосферой. И в то же время на этом берегу туман, и вы смотрите вдаль, вы не видите горизонта. Идет небольшой дождь, вы находитесь внутри этого маяка, и немного есть какая-то такая безмятежность, нерасторопность. Это аромат, когда вот все вокруг затуманено, и вы сами в себе, вам хорошо в таком состоянии и с таким ароматом, и это очень красиво. То есть вот этот аромат, я считаю, просто шедевр именно на морскую тематику, но морская тематика вперемешку с нотами ладана. То есть он, конечно же, ладанный аромат, это один из самых красивых и спокойных ладанных ароматов. То есть, возможно, для кого-то этот ладан будет не очень, потому что здесь действительно много такой немного несочетаемый ладан, да, вот мы обычно считаем ладан с церковью, здесь вот ладан на берегу моря, такой рядом хвойный лес, туман, дождь, и вообще, это кайфовый аромат, это очень красиво, мне это очень нравится, он ни на что не похож, я считаю то, что для меня это один из самых лучших вообще ароматов в этой коллекции, в этого бренда. Еще что я бы хотел сказать по поводу вот этих флаконов. Эти флаконы изначально были выпущены в 2012 году, когда придумали этот бренд, и только в 2021 году их уже переформулировали. То есть уже другие флаконы, они такие более круглые, рифленые, но они ничем не хуже, я считаю, чем эти. Просто эти уже гоняются любители этого бренда, парфманьяки, вот именно за такими флакончиками, потому что их осталось не так уж и много на самом деле. И вот этот флакон я берегу, но те флаконы, которые новые, я, как говорил, ничем не хуже. Они такие рифленые, чем-то напоминают такой хвост павлина, который украшает сам бутик, который находится у них в Нью-Йорке. И я вообще мечтаю, если я когда-нибудь побываю в Нью-Йорке, я обязательно зайду в их бутик. Это легендарный бутик. Мне будет интересно вообще погулять, там посмотреть. Следующий аромат называется Musk Essence. Он в таком у меня пробничке. Мне дали в подарок при покупке аромата. Я его нанесу на блотер и расскажу, как же он звучит. Единственное, вот эти пробнички, они не разбрызгиваются. И не очень удобно их наносить и открывать, потому что очень тугие крышки.
Чем же мне пахнет этот аромат? Musk Incense. Вообще, я к мускусным ароматам очень осторожно отношусь, и практически у меня нету в коллекции такого чистого мускусного аромата. Я задумывался по поводу него, но я здесь действительно чувствую мускус, и мускус здесь такой животный, бобриный, но в то же время он не грубый, не грубо животный там. Все в такой умеренной дозе. И для меня это такой водянистый зеленый аромат с нотой мускуса, дерева. И ассоциация это вот бобровая плотина, где много воды, много зелени, травы, цветочков полевых. И, конечно же, дерево, из чего сам строит бобер свою плотину, свой дом. И пахнет самим бобренком. То есть именно бобренком, а не вот этим сильно животным бобриным, там, струей бобриной, да. Этим так, вот это ничего не пахнет. Все очень умеренно и красиво. Если вам нравятся мускусные ароматы с животными нотами, но в то же время это свежо, зелено и древесно, вот присмотритесь. Еще у меня есть пробничек, мне тоже его дали в подарок. Grenadille The Freak называется. И, кстати, все ароматы, вот если вот черная, то у них будет черная коробка. И если здесь Musk Incense, у них будет такого теплого древесного цвета коробка тоже. Давайте я вот тоже нанесу. Сложно их открывать, очень сложно и неудобно. Все-таки распылители, пожалуйста, бренды, которые делают именно пробнички с распылителями, большие молодцы. Это очень упрощает жизнь и ускоряет сам процесс нанесения. Этот аромат у меня почему-то ассоциируется с финской сауной, с баней. Мне пахнет именно такими раскаленными камнями и такой нагретый, горячий, очень древесины, как вот в саунах, в банях. Он красивый, но он очень тихий. Я его наносил до этого обзора на кожу. Моя кожа его как-то очень быстро съедает, просто на нет. И через час я вообще ничего не чувствую. Вот я нанес его на пальчик, и перед этим видео, чтобы обновить свои впечатления. Ну вот вообще, ему надо прям принюхаться. Вот. Если вы обладаете холодным типом кожи, я вам, возможно, рекомендую с ним познакомиться, потому что, скорее всего, на холодной коже он будет дольше держаться. И это вот действительно такая атмосфера сауны, возможно, такого березового или эвкалиптового веника. Ну и вот действительно мне передает почему-то атмосферу сауны. Пахнет сауной. Тепло, мокро, горячее дерево, раскаленные камни. Больше ничего не могу сказать. Это хорошо. Это хорошо, это приятно пахнет. Немного есть какой-то... чем-то он мне напоминает Encre Noir, это черный отлалик. Да, чем-то похоже, скорее всего, ветивер. Здесь вот такой вот он. Пахнет баней, короче. И на десерт, на сладкое, кто досмотрел это видео до конца, мы с вами сделаем распаковку одного вообще красивейшего аромата, я тоже считаю, целого флакона. Это последняя моя покупка, 100 мл, называется Pelargonium. Смотрите, какая красота. У них вот такая наклеечка, когда его раскрываешь. Pelargonium в переводе это герань. Аромат герани. И вот как раз таки вот бутик, вот мне эта коробка прям ассоциируется с их бутиком в Нью-Йорке. Какая красота. И вот очень приятно. Вот такую коробку очень будет жалко выбрасывать. То есть это
название, есть описание этого аромата. Давайте вместе с вами его откроем. И какой красивый флакон. Это просто потрясающе. Это очень красиво. Смотрите, какой красивый цвет. Красный. Давайте его распылим. Сделаем холостые пшики. Ой, как красиво. Очень красиво. Сейчас расставлю, чтобы было все вам видно, как это все выглядит. Ой, это действительно красота. На старте я чувствую цитрусы, мандарин, бергамот, черный перец. Старт прекраснейший. После вот этого прекрасного цитрусового старта раскрывается сама красивая пеларгония. Здесь пахнет самим цветочком пеларгонии, именно герани, и пахнет листьями. У листьев герани он такой же немного необычный аромат, не все его любят, но в этом аромате, я не знаю, как это передалось, что он очень красиво звучит. Его я сравнивал со своим другом Алексеем с ароматом Declaration от Cartier, и они действительно похожи. На старте они вообще один в один действительно похожи. Только Declaration стоит в 2 раза дешевле, чем Ice 90 с пеларгония. И его также сделал гениальный парфюмер Жан-Клод Элена, мастер цитрусовых ароматов. Он подойдет и девушкам, и парням, и в офис, и на вечеринке, да куда угодно, гулять, дома носить. Это один из самых красивых ароматов, тоже Ice 90 с нотой пеларгонии. Очень красиво, очень. Как я обещал, я расскажу свои впечатления на коже со временем. Ирис очень красивый, он не трансформируется, он остается так же, как и на старте пахнет. Расскажу, чем же пахнет Элит Бенгаль. Он, на удивление, очень трансформировался, гвоздика немного утихла, и он пахнет немного подожженной древесиной. И именно древесиной, не то что там костром. Я в детстве занимался выжиганием на дереве, выжигал картины различные, у меня был выжигатель. И вот если вы помните, у выжигателя такой носик, который нагревается, и за счет этого носика вы нажимаете на древесину, и она остается такой красивый подожженный след. И вот это пахнет немного вот этим носиком поджигателя и самой вот древесиной, когда вы только подожгли. Вот такой маленький огонек и маленький такой дымок выходит, когда вы дотрагиваетесь. Вот именно вот свежий, подожженный вот этой древесиной и поджигателем. Ну, красиво. Вот такое необычное сочетание гвоздики и подожженной деревяшки на коже. Не хватит вот этой десяточки за глаза. Я все-таки Капалазур и пеларгония — это лучшие для меня ароматы у этого бренда, которые я просто буду носить и радоваться и кайфовать. Если Капалазур, он больше на холодное время года, на дождь, на такую побыть с самим собой, серость. А пеларгония уже больше подойдет вообще на любые сезоны. Такой аромат универсальный. На любые вообще, вы им никого не придушите. Он довольно-таки очень такой деликатный аромат. И подойдет всем. И в офис, и куда угодно вообще. Вот мои вот эти 2 любимчика, это мой выбор, с которыми я буду дальше знакомиться, разнашивать, носить и кайфовать от их классных ароматов. Благодарю вас всех за просмотр этого видео. Я постарался вам рассказать все мои любимые ароматы от данного бренда. А вы, пожалуйста, напишите комментарий, если у вас в коллекции ароматы от Ice 90.
Поставьте класс этому видео, если вам было интересно и понравилось. Вам всем желаю приятных парфюмерных открытий и хорошего настроения. С вами был Слава. До новых встреч в видео. Goodbye.